На краю живописной деревушки, расположенной у самого берега, жили рыбаки, которые каждый день отправлялись в открытое море. Их жизнь была полна приключений и непредсказуемой природы, но ничего не могло подготовить их к тому, что они увидят в тот ясный, солнечный день. Рыбаки во главе с опытным капитаном Феликсом отправились в очередное утреннее плавание, полный надежд на хороший улов. Их лодка, скрипя на волнах, двигалась по поверхности моря, блестевшего под солнечными лучами. Приятный морской ветер приносил с собой запах соли и свободы. Но вдруг, когда они проходили мимо середины океана, один из моряков по имени Тони, который сидел на носу лодки, закричал: «Эй, что это там?» Все посмотрели в указанном направлении, и их сердца замерли. На горизонте, среди потрясающе голубых волн, они увидели что-то огромное. Это была необычная картина, которой никто из них никогда не видел. Огромный объект величиной с несколько автомобилей медленно двигался, и его силуэт постепенно поднимался на поверхность. «Это кит!» — воскликнул Феликс, с трудом сдерживая эмоции. Когда они приблизились, глядя в трепещущую темноту воды, они поняли, что это был гигантский синий кит, но его чудовищные размеры были лишь частью странности. На его сильно изогнутом теле были прикреплены миллионы малюсеньких ракушек, которые придавали ему налет справедливости и силы. Кит выглядел изнеможденным. Его дыхание стало затрудненным, и он нежно взмахивал своим хвостом, как будто искал способ подняться на поверхность и вдохнуть свежий воздух. Рыбаки быстро сообразили, что кит, вероятно, застрял в этих ракушках, не в силах приплыть обратно в свою стихию. Это было не просто морское сокровище. Это было существо, нуждающееся в помощи. «Мы должны помочь ему», — сказал Тони. Его глаза горели решимостью. Капитан Феликс кивнул. Он понимал, что ситуации, подобные этой, требуют смелости и терпения. Он обратился к команде. «Прежде всего, нам нужно тщательно обсудить, как именно мы будем действовать. Мы не знаем, как кит отреагирует на наше вмешательство, и это может быть небезопасно. Но без нашей помощи он погибнет». Рыбаки собрались в круг и начали обсуждать свои действия. Были предложены разные варианты. Кто-то хотел использовать большое сетевое снаряжение, кто-то подразумевал применение медицинских инструментов, но в конечном итоге они решили, что лучше всего действовать вручную, бережно и осторожно. «Мы будем снимать ракушки одну за другой», — предложил Педро, местный моряк. «Это займет много времени, но мы сможем контролировать ситуацию и не повредим его кожу». Все согласились, и на плечах каждого легла тяжелая ноша ответственности. Они начали медленно, подходя к киту с пониженной громкостью. Лодка покачивалась на волнах, и страх перед тем, как оказаться слишком близко, накрывал их. Кит, однако, оказался более миролюбивым, чем они ожидали. Когда они наклонились ближе, он терпеливо наблюдал за ними своими огромными глубокими глазами. Поначалу они были робкими, но вскоре осознали, что кит позволяет им проделать работу. Каждый из них взялся за раковины, аккуратно сдергивая их с тела кита. Процесс удался. По мере того, как они работали, кит начинал их понимать. Он не метался и не трясся. Иногда он даже наклонялся к ним, будто бы благодарил за то, что они прилагают усилия. Этот момент укрепил их решимость. Работа оказалась трудоемкой, и ракушки прочно прикреплялись к коже. Рыбаки потратили долгие часы, не отступая перед усталостью. Они сменяли друг друга и по очереди принимали решения об отдельных этапах, обсуждая каждую раковину с величайшей осторожностью. Одну за другой ракушки соскальзывали с кожи, оставляя за собой небольшие следы. Но работа шла. Время шло, и у каждого моряка были свои мысли. Педро думал о том, как важно беречь природу, и что такая помощь не просто акт доброты, но и долг каждого, кто наделен способностью заботиться. Тони же вспоминал те времена, когда он сам был ребенком, и о том, как часто мечтал увидеть моря в полной красе. Каждый из них находил в этой работе свою мотивацию. Солнце медленно клонилось к закату, и день подходил к концу.
Но работа все еще не была завершена. Они продолжали, оживляя друг друга. Каждый снимок ракушки стал символом их усилий. Кит, восстанавливаясь, медленно плыл вокруг лодки, словно выражая свою благодарность. «Это лучшее, что мы когда-либо делали», — произнес Тони, осматриваясь вокруг на своих товарищей, и улыбка осветила его лицо. Его слова резонировали среди всей команды, и каждый хотел продолжать, несмотря на усталость. Когда в небе начали появляться звезды, еще незавершенный процесс казался безграничным. Но тогда команда стала работать быстрее и слаженнее. Каждый знал, что на них лежит ответственность, и это придавало сил. Постепенно время стало напоминать о важности работы не только ради себя, но и ради жизни, которая нас окружает. Однажды ночью, когда лунный свет отражался в воде, вся команда присела отдохнуть, наблюдая за китом. Внезапно кит поднялся на поверхность и издал глубокий звук, как будто он пел. Это был момент, когда они осознали, что не просто восстанавливают его силу, но и создают с ним уникальную связь. Ночной морской горизонт казался бескрайним, и каждый из них чувствовал, что их усилия стали частью чего-то большего. Работа продолжалась, и под утро команда рыбаков, уставшая, но полное удовлетворение, смогла убрать большинство ракушек. Каждая из снятых ракушек олицетворяла собой усилие и дух единства. Кит, восстанавливая энергетику, медленно плыл вокруг лодки, словно выражая свою благодарность. Он даже начал делать небольшие заплывы, как будто танцевал, радуясь своей новообретенной свободе. «Мы это сделали!» — воскликнул Феликс, когда последний фрагмент ракушки оказался на борту лодки, и все крики радости заполнили воздух. Этот момент был как взрыв счастья, и все чувства — это радость, гордость и удовлетворение от работы. С первыми лучами солнца, когда море блестело, как золото, улов было больше, чем за весь предыдущий месяц. Рыбаки стояли на борту, наблюдая, как кит медленно плывет в синюю бесконечность океана. С его стороны поднималась слабая брызги, и каждый понимал, что только что стали свидетелями чуда. Когда они вернулись на берег, их встретила группа местных жителей, которые, увидев сияющие лица рыбаков, сразу поняли, что произошло что-то необычайное. Каждый из них смотрел своими глазами, полными восхищения, а вскоре и другие жители деревни собрались, чтобы послушать их историю. Феликс, стоя в центре, рассказал подробности своего приключения с гигантским синим китом. Рыбаки вместе делились историями, как они работали под лунным светом, как кит вел себя в их присутствии и как они чувствовали себя частью большой семьи, состоящей из мужчин, женщин и морских существ. Эмоции переполняли их сердца, и каждый из местных жителей тоже почувствовал гордость. Эта история о смелости, единстве и любви к природе быстро разлетелась за пределами их маленькой деревушки. Вскоре газеты писали о том, как группа рыбаков решила спасти находящегося в бедственном положении кита. Многие начали приезжать в деревню, чтобы узнать больше о подвиге этих смельчаков. Люди, увидевших историю и почувствовавших эти эмоции, сами стали не только рыбаками, но и защитниками океана. Рыбаки, которые когда-то только ловили рыбу, теперь стали активистами сохранения природы. Вместе с местными школьниками и представителями экологии они организовали семинары и мероприятия, обучая детей бережному отношению к морю и всем живым существам, населяющим его. Эта работа наполнила их жизни новым смыслом. Время шло, и каждый год рыбаки собирались не только для работы, но и для празднования той уникальной ночи, которая изменила их жизни. Они собирались под звездами, у моря, вспоминая о своем подвиге и о том, как важно заботиться о природе. С каждым годом больше людей присоединялось к ним, чтобы сохранить свежую историю и передать ее своим детям и внукам. Каждый раз, когда ветер трепал их волосы и придавал сил, они смотрели на океан и понимали, где-то далеко плавает их друг, гигантский синий кит. Он не только остался жив,
но и стал символом силы и красоты природы, которую нужно защищать. В их сердцах всегда присутствовала надежда, что когда-то они встретятся снова. Легенда о поразительном спасении гигантского синего кита и тех несгибаемых рыбаках остается в истории деревни, связанной с океаном, и передается из поколения в поколение как история о смелости, терпении и любви к природе, которая сопутствует всем нам. И хотя их жизнь проходила, их история стала не просто частью деревушки, но и частью всей планеты, напоминая каждому о том, что даже маленькие усилия могут привести к великим переменам.